Всем привет! В этом видео я сделала подборку своих самых удачных покупок для дома с AliExpress, которые пригодятся любой хозяйке. Я ими пользуюсь уже не один месяц, поэтому они прошли проверку временем и отлично себя зарекомендовали. Поехали! Начну со швабры с отжимом. Про нее чаще всего спрашивают в комментариях, жива ли она еще и как показала себя в процессе эксплуатации. Справедливости ради скажу, что пользуюсь ей не очень часто, но за 1,5 года с ней ничего страшного не произошло. Появился только один незначительный нюанс. Она со временем стала слишком легко раскручиваться, даже когда это не надо. Это не критично, но если уж придираться, то может со временем понадобиться здесь чем-то обмотать. А в целом она отлично себя зарекомендовала, занимает очень мало места, ее легко хранить на подхвате, так чтобы было незаметно и в прихожей, и на кухне. Она и сама по себе стоит отлично и устойчиво, и точно так же ее можно повесить на крючок. Отлично у меня прижились и вот такие коробочки для организации разной мелочевки, канцелярии, косметики в выдвижных ящиках. В наборе сразу несколько размеров, и их можно комбинировать по-разному, устанавливать рядом или ставить друг в друга. Еще они между собой соединяются для того, чтобы не расползаться по ящику. В комментариях писали, что точно такие же есть в Leroy Merlin и даже намного дешевле. Так что кто имеет доступ к этому магазину, проверьте сначала там. Крючки и держатели вот такого формата с большой по площади липкой основой – это лучшее из того, что я пробовала. Они отлично держатся, оторвать даже специально очень сложно. На AliExpress есть держатели для чего угодно – для фена, для тазиков, для швабр. Из того, что я покупала, это вращающиеся крючки, которые можно вешать не только стандартным способом, но и вверх ногами или под полку. Еще это держатели для дополнительной полки, держатели зубных щеток и даже винтики. На более-менее гладких поверхностях все отлично держится, если, конечно, предварительно все тщательно очистить и обезжирить. На винтах у меня неожиданно висит и не падает даже ручной пылесос, который, кстати, тоже с AliExpress, и я тоже могу его рекомендовать. Dreamy XR от Xiaomi. Очень хорошая модель. Из недостатков только то, что контейнер для мусора и аккумулятор несъемные. Хотелось бы все-таки иметь возможность сменить батарею, если она выйдет из строя, а не весь пылесос. А в остальном я очень им довольна. За год я протестировала много разных китайских салфеток для уборки, и практически все мне понравились. У меня есть пушистые для пыли, безворсовые для стекол и зеркал, которые не оставляют разводов, влаговпитывающие, которые способны удержать в себе больше стакана воды, и антижир для кухни и глянцевых поверхностей. Все эти салфетки могу смело рекомендовать и обязательно сама буду покупать повторно, потому что правильно подобранный инвентарь существенно ускоряет и облегчает уборку. Единственная салфетка антижир, которую я показывала в своем видео, была слишком маленькая, и ее приходилось слишком часто промывать. Поэтому я нашла подобную, большего размера, так, чтобы можно было протирать большую площадь за раз, не промывая салфетку. И еще у меня на кухне прижилась мягкая губка, обшитая микрофиброй с одной стороны и каким-то более жестким материалом с другой. Она долговечная, универсальная, подходит и для уборки, и для мытья посуды, только долго сохнет. Ее нужно хранить так, чтобы она всегда хорошо проветривалась. Для этого я использую держатель на липкой основе. А для того, чтобы салфетки хранились и просыхали одновременно, можно взять вот такие приспособления и приклеить их на боковой стенке или на внутренней поверхности двери шкафчика. Органайзер для сумки с кучей отделений разного размера. Это очень полезный помощник, если вы часто меняете свои сумочки, и перекладывать каждый раз все мелочи долго и неудобно. Или в путешествии, когда нужно взять с собой кучу разных вещей, будет очень удобно, все на виду, все под рукой.
Имейте только в виду, что сам по себе органайзер хоть и легкий, но вещи занимают с ним больше места, чем без него. Здесь идея именно в том, чтобы сохранить порядок в сумке, не копаться подолгу в ней и быстро перекладывать вещи из одной сумочки в другую. Очень мне нравятся подвесные органайзеры, которые можно снимать, вешать, менять местами по необходимости. Все-таки наполнение шкафа в течение года меняется в зависимости от сезона, и такие органайзеры можно компактно сложить, чтобы они не мешали, а когда надо, достать и повесить. Но поскольку они мягкие, тканевые, есть риск купить такие, которые не проживут даже один сезон. И я нашла на Алиэкспрессе 2 вида качественных подвесных органайзеров, которые могу порекомендовать. Первый с кармашками для мелких предметов и аксессуаров. Второй – это дополнительные полочки с возможностью добавлять туда еще и выдвижные ящички. Без двусторонней ленты липучки я теперь не могу даже представить свой быт и съемку своих роликов. Как вы понимаете, в процессе съемки мне очень часто приходится перевешивать с места на место разные вещи, что я только на нее не приклеивала. С ее помощью можно не только приклеить предмет, который не имеет креплений, но и реанимировать крючки, которые отвалились или понадобились в другом месте. Она намного лучше работает, чем двусторонний скотч, а главное, удаляется без следов. Но на бумажных обоях или пыльной, шершавой поверхности она держится плохо. Лучше всего ее применять на более-менее гладких поверхностях, а купить ее можно не только на Алиэкспрессе, но и в стройтоварах или автотоварах. Там она будет называться, скорее всего, монтажная липкая лента. Оживленные дискуссии в комментариях велись по поводу вот этих щипцов для кухни, потому что у некоторых хозяюшек они плавились при соприкосновении с горячим. Дело в том, что такие щипцы бывают и с силиконовыми наконечниками, и с пластиковыми, и на фотографии можно и не заметить отличий. Но силиконовые, естественно, более устойчивы к высоким температурам, а пластиковые лучше использовать только для сервировки. Поэтому всегда смотрите внимательно описание товара и отзывы, чтобы не купить с пластмассовыми наконечниками. А сами щипцы очень хорошие и очень-очень удобные. Еще из кухонных приспособлений я могу порекомендовать вот эту овощечистку. Ничего в ней, конечно, сверхъестественного нет. Это просто хорошая, качественная, недорогая овощечистка, удобно лежит в руке, рука не устает, прямо то, что надо для чистки картошки. У нас есть несколько таких разных ножей, и когда мы хором дружно все чистим картошку, то именно за нее идет борьба. Так что если вы никак не можете себе подобрать удобную, то обратите внимание на эти овощечистки с Алиэкспресс. Они бывают с зубчиками и без. Я рекомендую ту, что без зубчиков, с ней легче работать. И еще одна полезная мелочь – это вот такое нереально удобное сито для заваривания чая. Его очень легко чистить от заварки, можно мыть в посудомойке. Наконец-то можно положить в сито не щепотку чая, а много заварки, травы какие-то. А главное, оно подходит к разным чашкам, и можно каждому заварить разные сорта чая, что невозможно даже в самом удобном заварочном чайнике. И, кстати, ситечки эти можно покупать сразу с крышкой. Ссылки на товары вы, как всегда, найдете в описании под видео, а больше обзоров ищите в отдельном плейлисте на моем канале. Спасибо вам за внимание. Пока!